Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Personal Experience. Сегодня у нас очередной обзор, и на обзоре у нас дисплей-модуль для камер GoPro. Давайте перейдем к распаковке. Итак, дисплей-модуль поставляется в обычной упаковке, в которой, как обычно, поставляются все аксессуары камеры GoPro. Видите, пломба еще не повреждена. Я сейчас вместе с вами на камеру первый раз открываю, как я это делаю обычно в своих обзорах. Коробка пуста. Здесь у нас две брошюрки. Это User's Guide, это руководство пользователя, как устанавливать и тому подобное. И здесь книжечка GoPro с какой-то информацией, наверное, скорее всего, гарантийной. Сам дисплей-модуль поставляется в таком пластиковом кейсе. Сейчас мы его вскроем. И здесь еще есть стандартный USB кабель для камер GoPro. Ну, вернее, не стандартный, есть обычный USB. И здесь на Type-C на зарядку дисплей модуля. Давайте вскроем, посмотрим. Здесь есть, имеется логотип GoPro. Кейс жесткий, пластиковый. Здесь есть внутри специальная прослойка поролона, чтобы не поцарапать дисплей при транспортировке. Такое же покрытие с этой стороны. Сам дисплей-модуль выглядит таким вот образом. Логотип GoPro, так как это оригинальный аксессуар. Есть кабель подключения HDMI, холодный башмак и сверху защитная пленка. Сбоку клавиша включения-выключения и вход для зарядки Type-C. Данный дисплей-модуль поддерживается на сегодняшний день двумя моделями камер GoPro. Это GoPro Hero 8 Black, та, что у меня, и на сегодняшний день последняя модель — это GoPro Hero 9 Black. Но перед тем, как купить дисплей-модуль, вам нужно будет приобрести медиа-модуль, соответственно, каждый из камер. То есть у девятки он немножко другой, а вот на 8 вот он выглядит таким вот образом. Кстати, распаковка и обзор данного медиа-модуля у меня есть на канале. Я добавлю это видео в подсказку к данному видео и в описании. Можете перейти посмотреть, если вам интересно. Вот на данном медиа-модуле имеется два холодных башмака. Вот этот верхний, он специально под этот дисплей-модуль. Поэтому вот можем при помощи вот этого устройства, так сказать, крепления, очень легко установить его сюда до характерного щелчка. Видите, защелкнуть, и все. Также здесь имеется микро HDMI выход, который подключается вот на камеру, вот сюда, в ее, так сказать, разъем. Здесь специальная клипса, чтобы кабель он длинный, чтобы он вот аккуратно, так сказать, был согнутым и не задевал микрофон, соответственно. Таким вот образом сейчас мы подключим. Подключили. На дисплей-модуле мы включаем. Загорается характерный логотип GoPro. На дисплей-модуле не отображается ничего, кроме как уровень зарядки самого дисплей-модуля, так как он имеет свой встроенный аккумулятор. Так, чтобы зарядить дисплей-модуль, нам нужно просто подключить Type-C кабель непосредственно сам дисплей-модуль.
появляется такой вот индикатор зарядки. Сейчас в данный момент 32%, как вы видите. Производитель указывает, что от 0 до 100% дисплей-модуль заряжается за 1,5 часа. Возможно, что дисплей-модуль при установке на вашу GoPro сразу не будет определен. Это не проблема, потому что некоторые камеры из упаковки не обладают, как говорится, необходимой прошивкой, и поэтому вам нужно будет обновить прошивку на вашей камере. Это сделать несложно. В описании и в подсказку к данному видео я добавлю видео, где я подробно рассказываю, как обновить камеру GoPro. Но я уже это сделал, моя камера полностью обновлена, поэтому давайте сейчас включим и посмотрим, как заработает данный дисплей-модуль. Кстати, вот очень удобно снимать вот в таком положении, когда у вас дисплей вывернут вот таким образом, и как бы вы снимаете, видите сверху, что камера снимает, то есть как бы в нижнем положении. Можно очень легко, значит, так пользоваться голосовыми командами. GoPro включись. Видите, GoPro включилась. Соответственно, сейчас, видите, на экране показывается вот мой рабочий стол. Также в верхнем положении можно снимать селфи. Это основная такая полезная функция данной камеры. И также вы можете согнуть дисплей полностью и снимать в привычном нормальном положении. Данный дисплей-модуль помогает сэкономить зарядки непосредственно батарейки камеры, так как у него есть собственный аккумулятор, и соответственно при использовании дисплей-модуля камера потребляет намного меньше энергии своей собственной батареи, и соответственно вы можете снимать гораздо дольше. Данный дисплей-модуль я приобрел на официальном сайте GoPro за почти $80, там $79.99. В дополнение ко всем другим аксессуарам в моей камере GoPro Hero 8, чтобы было намного удобнее снимать селфи-влоги, то есть как бы видеть то, что снимаешь. Вы можете решить для себя сами, нужен ли вам этот дисплей-модуль или нет. То есть плюсов, кстати, много, но цена тоже, как говорит, сама за себя. Это не дешевый аксессуар. Кстати, на моем канале вы можете найти лучшее от GoPro, так называется, плейлист, в котором собраны все видео на тему GoPro, которые есть у меня на канале. Посмотрите, может быть, там будет очень много полезной информации для вас на все аксессуары, которые есть у меня. В завершение хотел еще отметить, что данный дисплей-модуль не является водонепроницаемым, так же как и медиа-модуль, поэтому нежелательно пользоваться им даже в дождливый день. То есть даже дождь может повредить данный дисплей-модуль. На этом наш обзор подходит к концу. Спасибо, что досмотрели его до конца. Надеюсь, что обзор был вам полезен. Если так, то, пожалуйста, поставьте лайк, поддержите это видео. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропустить выхода новых интересных обзоров. Поделитесь данным видео с людьми, которым может быть интересна данная тема. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!